Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. Какой же совет вам дают высшие силы? Итак, настройтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Как там вы поживаете? Давайте посмотрим. Так. Одни пентакли. Вот вы сейчас с головой ушли в работу. Работа, да, сплошная работа. Причем у кого-то из вас может проигрываться ситуация, что даже женщина, с которой, может быть, вы поссорились, либо же вообще расстались, не живете, она все равно продолжает требовать каких-то денег. Либо же оплатить, может быть, кому-то коммуналку, кому-то за детей, кому-то еще что-то. Ну, то есть она требует от вас денег. И некоторые из вас, возможно, даже дают деньги. Ну, на детей это понятно, да, там алименты, либо же просто деньги даются. Вы сейчас очень плотно сидите на финансовой жиле. Вот вы заработками заняты. Причем деньги вам даются кровью и потом. Вам очень тяжело зарабатывать эти деньги. Вы, в общем-то, довольно неплохо зарабатываете. Некоторые моменты вас в жизни, знаете, очень сильно злят. Вот почему-то у вас много злости. Вот очень много злости сейчас. Давайте уточним, почему. Ну, конечно же, на женщину. Женщину, с которой вы были вместе, вы были парой с ней. У вас злость до сих пор на вашу женщину не прошла. Вот даже если вы уже много-много времени прошло, все равно у вас вот какое-то ощущение, что вот вы все равно правы, правда на вашей стороне, вы сделали по справедливости все, вы поступили правильно, да? У каждого это будет своя ситуация проигрываться. Но, тем не менее, вот вы считаете, что все, что вы могли, вы сделали для этой женщины. Вы ей дали все, что вы могли, да? Вы вкладывали все, что можно и нельзя в эту женщину, то есть старались. Так. А сейчас у вас, вот знаете, такая ситуация такая, что снова у нас закрывается женщина. Ничего, откроем. У вас такая ситуация, что вы себя закрыли вот ото всех и от всего. Вам не хочется особо никуда не ходить, да, вас, может быть, и приглашают куда-то друзья, приятели, там, либо по работе. Ну, вот как-то нет настроения, ну, не хочется. Дом, работа, тем более, что работа вам очень, очень тяжело дается, много сил и времени вы тратите. Вам иногда банально просто хочется отдохнуть, вот упасть и просто тупо отдохнуть, да, вот просто поспать, да, вот чтобы никто не трогал. Вами, знаете, очень долгий момент женщина манипулировала. Вот как вот эти, вот видите, как куколки на ниточках. Женщина вами очень долгий момент манипулировала, а может быть даже и все время. Вы этого могли не замечать, либо же кто-то замечал, но вы поддавались, потому что вы любили эту женщину, потому вы позволяли собой руководить, командовать, да. Вот некоторые говорят, что нельзя быть подкаблучником. Хотя, в общем-то, знаете, многие успешные мужчины, они дома подкаблучники. Ну, как бы в кавычках, да. Просто потому, что они любят женщину. Они любят свою женщину. Это не значит, что они там тряпки или размазни. Нет, они это делают ради любви. Вот, знаете, как в поддавки играют. А на работе, там где-то за границами семьи своей, эти мужчины становятся снова сильными, успешными, да, выносливыми. Нормальный мужчина ведь не будет самоутверждаться за счет женщины, да? Но это нормальные мужчины. Поэтому, к сожалению, таких мужчин почему-то напрасно считают подкаблучниками. Это совсем не так. Дальше. Что же вам посоветуют высшие силы? Что они нам вообще расскажут, может быть, интересного? Так.
Опа, карта улетела. Ой, ничего себе. Так, смотрите, что я вам хочу сказать. Вот у вас по жизни, знаете, очень много было трудных ситуаций, разрушительных ситуаций, когда вам делали больно, когда вас обижали люди, которых вы любили. Это может быть не только ваша женщина, но кто-то либо же из близких или близких друзей, родственников. Ну, то есть у вас было много каких-то предательств, обид по жизни, да. Вы много чего прощали людям, а любимой женщине так тем более. И знаете, вот мне высшие силы показывают, что вы слишком сильно растворялись в своей женщине. Они вам советуют вот в дальнейших отношениях быть как-то, ну, более таким, знаете, больше любить себя, наверное. Вот больше уделять времени себе. Потому что, да, в паре должны отдавать, но должны как-то отдавать обоюдно. Да? Вот напишите в комментариях, вы согласны со мной или нет, что в любых отношениях должны отдавать люди друг другу все обоюдно. Да? Заботу, внимание, ласку и так далее. У вас же получалась игра в одни ворота. И вам высшие силы советуют. Учитесь говорить «нет» иногда, да, без фанатизма, конечно, но иногда можно отказать, да. Пусть это будет мягко, но нужно уметь отказывать вообще по жизни, не только в отношениях. Иначе просто люди начинают садиться на голову, борзеть и пользоваться вашей добротой. Вам советуют высшие силы, знаете, вот становиться как-то более терпимее, что ли. Вот терпимее в ситуациях, когда вас пытаются сдаить на деньги. Вот вы сразу же привыкли отдавать все женщине, да, вот что она не захотела, вы отдали, вы последнюю рубашку сняли, вы все деньги отдали. Но вот как-то немного надо гасить вот этот свой пыл, да, вот как-то, если у вас даже есть большие деньги, да, либо небольшие, ну, как-то вот дозированно попридержите, да, вот как-то рационально. Это мы на одно отложим денежку, эту денежку мы еще на что-то, это будет тебе денежка, да. То есть не нужно вот слепо отдавать все деньги, как вы это привыкли, да, как вы привыкли все чуть ли не до копеечки в семью, да. Нужно что-то и себе, может, любимому купить, оставить. А судя вот по раскладу Таро, я не вижу, что женщина очень сильно уж вас чем-то баловала. Ну, может быть, там в начале, да, но это уже было давно и неправда. Ну, я не вижу, что у вас была особая отдача от женщины. А вот вы вкладывались, и вам высшие силы советуют. Вот дозируйте и свои денежные вклады в женщину, дозируйте вообще все. Потому что, понимаете, людская психология такова, что человек очень быстро привыкает ко всему, даже к хорошему. Даже вот, ну, посмотрите, вот если вы каждый день будете кушать любимый, там, я не знаю, борщ постоянно, то через какое-то время он просто вам затошнит, понимаете? Точно так в любой ситуации. Вот вы будете отдавать все, отдавать, да, но это через время будет восприниматься как должное. Этого никто не будет ценить, да. А когда вот вы будете дозированно, да, сегодня я могу тебе дать там что-то купить, а завтра, извини, ну я не могу, да, потому что иначе мы положим просто зубы на полку, да, и нам нечего будет кушать, если я все тебе отдам. Ну, это к примеру. То есть все должно быть дозировано. А вы вот такой, знаете, бескорыстный добряк. Вы просто вот, она захотела, на, пожалуйста, да, любой каприз. Так нельзя, понимаете? Ну нельзя, при всем желании. Я понимаю, что любишь человека, хочется всю душу наизнанку вывернуть. Ну а теперь имеем то, что имеем. Потому что нельзя никогда растворяться в партнере, запомните. Это касается и мужчин, и женщин. Это никогда не оценится, поверьте. Я видела много любовных историй вот от своих вот клиентов, знакомых, да, друзей, приятелей. Я много разных историй знаю, от которых просто волосы дыбом встают. То есть
Такие бывают ситуации, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но не ценится. Знаете, вот жизнь сейчас почему-то стала очень такая жесткая, прагматичная, очень корыстные люди стали. А вот когда человек настоящий, добрый, искренний, но это не ценится, обычно такими людьми пользуются. Поэтому вот вам совет от высших сил: не позволяйте в дальнейшем вами пользоваться. Как угодно, но не позволяйте. Вот все должно быть дозировано. Если вы, конечно, хотите, чтобы больше ваши ошибки по жизни не повторились. Так, что еще? Да, вот снова посмотрите. Вот снова показывают нам высшие силы. Не позволяйте собой манипулировать. Не позволяйте, иначе снова ваши отношения застопорятся, да, и будут под угрозой. Ну, дальнейшие отношения, следующие я имею в виду. Не позволяйте, потому что вами, понимаете, такое ощущение, что вами очень легко манипулировать по жизни. А ведь женщины, знаете, они-то очень большие манипуляторши. Если кто не знает, это так я по секрету вам говорю. Если женщина более-менее умная, очень легко, элементарно манипулировать мужчиной. А если мужчина еще и любит, так это вообще, знаете, он как покорный теленок становится. Поэтому будьте внимательны. Не позволяйте собой манипулировать. Я не говорю, что нужно быть жестким, грубым, да, нет, ни в коем случае. Просто все должно быть дозировано, да. Она отдает вам, вы отдаете. Как-то это все обоюдно, да. Сегодня вы больше что-то дали, да, там заботу, внимание, ласку и так далее. Завтра вы меньше этого дали. Ну, то есть это должно быть, знаете, вот ближе дальше, вот качели такие своеобразные. Тогда и знаете, вот отношения, они интереснее будут, больше как-то эмоции будут играть, да. А когда человек знает, что вот я у него сейчас подойду, попрошу, и он мне все даст, это даже скучно становится, понимаете, это неинтересно. Вот, как правило, такими мужчинами женщины реально пользуются. Вот как это неприятно не звучит. Таких мужчин женщины не уважают, потому что они знают, что все, что я не скажу, он как верный пес, он будет это делать. Поэтому вот самолюбие ваше должно быть, понимаете? Оно должно быть не уязвлено. Оно должно быть на высоте. Вы тоже должны иногда держать марку. А не так, что я по первому зову побегу, я все сделаю. Вы должны периодически давать показывать, что у вас есть тоже характер. Что вы мужчина, да, что вами нельзя пользоваться. И в конце концов, что об вас нельзя вытирать ноги. Понимаете? Поэтому вот так вот, дорогие мужчины, это были советы высших сил и небольшие мои психологические советы. Вот. Поэтому я еще раз повторю, если вы хотите не повторять ошибок в следующих ваших отношениях, делайте работу над ошибками. Может быть, вы слишком залюбили свою женщину, слишком отдавали всего себя до последней капельки женщине. Старайтесь это делать дозированно. Любите, но в меру. Отдавайте, но в меру. И, конечно же, главное, смотрите на отдачу. Если вы даете что-то женщине, да, вот заботу, внимание, ласку и так далее, но отдачи никакой или почти никакой, то стоит задуматься, а нужны ли вы этой женщине. Потому что любящую женщину всегда видно, это чувствуется именно по ее отношению, по ее заботе, вниманию, ласке, потому как она реагирует на ваши проблемы, да, как она вас поддерживает и так далее. То есть будьте очень внимательны в жизни, не делайте этих ошибок. И я надеюсь, у вас все будет хорошо, вы встретите ту свою единственную королеву, из которой у вас не будет уже игры в одни ворота, а с которой у вас будет все обоюдно. И забота, и внимание, и ласка, и любовь. А вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!